Порой судьба соединяет двух людей настолько невероятным образом, что в такие истории сложно поверить. Никто не знает, в каком месте пересекутся две одинокие дорожки, случайно или по чему-то высшему замыслу, но иногда один единственный миг превращает все в единую картину, которую уже невозможно изменить. Именно так можно описать то, что произошло с девушкой по имени София Линдгрен. Она родилась в обеспеченной семье в Норвегии. Все ее детство прошло в родном Бергене, а после окончания школы она переехала в Барселону, где успешно завершила обучение в университете. Жизнь складывалась как по нотам. Высшее образование, затем работа актрисы, а к 29 годам София уже стала режиссером и художественным руководителем известного театра. С первого взгляда казалось, что все в ее жизни распланировано до мелочей, кроме одного — она была одинока. Из-за плотного графика, постоянных гастролей и командировок девушка никак не могла найти своего человека. В то время как ее подруги давно были замужем и растили детей, София коротала длинные холодные вечера в одиночестве. При этом нельзя сказать, что у нее не было внимания со стороны мужчин. Напротив, его было в избытке. Но все было как-то не то, не по-настоящему. На дворе стоял 2007 год, Софии было уже 29, и через неделю должен был состояться ее юбилей. Почему-то это событие ее совсем не радовало. Чтобы отвлечься от тоскливых мыслей, она решила устроить себе небольшой отпуск и поехала в Брюгге, одну из своих любимых европейских столиц. Однажды, после насыщенного дня, София сидела на скамейке в центре города в ожидании подруги, с которой собиралась провести вечер. Она наблюдала за прохожими, любовалась парочками и в глубине души чувствовала легкую зависть. В тот момент, глядя на закат, она загадала желание. Все-таки день рождения совсем скоро, а вдруг сбудется. Это был прекрасный момент, пока его не нарушил незнакомец. София заметила, как к ней приближается бездомный. Обычно в таких ситуациях она тут же старалась уйти подальше. Девушка испытывала настоящий панический страх перед бездомными людьми. Парень подходил все ближе. Несмотря на густую бороду, грязную одежду и сильный запах, София как будто приросла к деревянной скамейке. Он подошел и совершенно спокойно спросил, который час, хотя прямо напротив них висели огромные городские часы. София ответила: 5:30. Как позже она вспоминала, это было что-то необъяснимое. Я никогда раньше не разговаривала с бездомными. Наоборот, старалась держаться подальше. Но в тот день не могу объяснить, что со мной произошло. Но больше всего ее поразила уверенность парня. Несмотря на социальную пропасть между ними, он чувствовал себя абсолютно спокойно и уверенно продолжал разговор. София решила не прерывать диалог. Времени до встречи с подругой еще было достаточно, и ей стало интересно, кто же перед ней. Слово за слово, и они разговорились. Девушке вдруг стало с ним легко, как будто он знал ее с самого детства. Особенно внимание она обратила на его красивые, глубокие, орехово-карие глаза. Было в них что-то завораживающее. Парень представился — Лео. И хотя выглядел он, мягко говоря, странно, Софии было комфортно, а сам Лео не мог оторвать взгляда от собеседницы. Они разговаривали не более 10 минут. Подошла подруга Софии, а Лео напоследок с улыбкой в полушутку назначил свидание. «Давай встретимся здесь через 5 дней». Конечно, София не собиралась приходить. Она была уверена, что и Лео забудет об этой встрече. Но в течение всей следующей недели не могла выбросить его из головы. В итоге она все-таки решила, почему бы не прогуляться возле той самой скамейки. У нее остался еще один день до отъезда в Прагу. Пройдя мимо, она с удивлением увидела, что Лео действительно пришел. Он ждал. Их вторая встреча прошла просто прекрасно.
Лео немного привел себя в порядок. Побрился, попытался выглядеть приличнее. Хоть его руки и ногти были в ужасном состоянии, София это уже не замечала. В тот же день Лео открылся ей. Когда-то он путешествовал по Европе, но быстро остался без средств. Он был родом из США, родителей у него не было. Работал где придется, но почти все спускал на алкоголь. Это была его слабость, с которой он не мог справиться. В итоге оказался на улице и уже больше года жил в городском парке. Но, как он сам сказал, после встречи с Софией что-то внутри него изменилось. С того дня он бросил пить. Они говорили до самой ночи. София рассказала, что на следующий день возвращается в Прагу. Вряд ли они встретятся снова, но она все же оставила Лео свой номер телефона, просто из вежливости. Вернувшись домой, она никак не могла его забыть. День ее 30-го юбилея наступил через несколько дней. Когда зазвонил телефон, она нехотя подняла трубку, ожидая очередного банального поздравления. Но вместо этого услышала знакомый голос. «Привет. Я помню, что у тебя сегодня день рождения. Хотел поздравить лично». Девушка не верила своим ушам. Он в Праге. Когда она спросила, как ему это удалось, он признался. Приехал на поезде. Хотел быть раньше, но его задержала полиция. Он украл в магазине курицу. Этот день София запомнила навсегда. С тех пор Лео и София больше не расставались. Он переехал к ней, устроился на работу электриком, перестал пить. Уже через месяц его было не узнать. Ухоженный, опрятный, внимательный и заботливый. Через 2 года они сыграли свадьбу. Сначала Лео обеспечивал семью сам, а затем открыл свою компанию по ремонту. Через 6 лет у них родилась дочь, а еще через 2 года сын. С момента их первой встречи прошло 15 лет. Дети знают историю знакомства родителей, но пока не до конца осознают ее глубину. Для них просто смешно, что папа когда-то жил на лавочке. София признается: «За все эти годы я ни разу не пожалела, что пришла тогда на ту встречу. Мы даже ни разу не ссорились. Именно о такой любви я мечтала всю жизнь. У каждого своя история любви. Но как бы она ни развивалась, важно помнить: если кто-то твой человек, вы обязательно встретитесь». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.